И всех приветствую, друзья! Вот и подходит к концу мое третье КВК в сезоне завоеваний формата «Троянская песнь». И в этом видео я поведаю вам о результате, который мне удалось сделать и как в целом прошло КВК, ведь оно в корне отличается от того, что было до этого. Начнем с того, что данный формат КВК имеет отличительную механику в виде пантеонов и олимпийской арены. Пантеон — это дополнительные навыки, которые как-либо помогают нам на КВК. Я выбрал пантеон Афины и прокачал данный пантеон почти до конца. Дополнительные навыки Афины очень хорошо помогали во время боев, в частности навык Сатира, который лечит твои и союзные войска, позволяет дольше находиться в битве. Это очень помогало моим маршам в момент, когда их отчеты выходили в минус, вылечить войска и, отыграв уже более аккуратнее, выправить отчет. Олимпийскую арену я не пробовал, но примерно понимаю, как она работает. Ты выставляешь свой самый сильный марш или несколько своих маршей и сражаешься один на один с маршем противника. Самое интересное это то, что тяжело раненые с боя не лечатся, а попадают тебе в больницу. И работает это в обе стороны. Это дополнительный способ набить КП, но так как мой марш не сказать, что прям очень сильный, то рисковать и попусту тратить ресурсы я не стал. Ну а тем, кто уверен в своих маршах, конечно, это станет отличным способом улучшить свою статистику. Также интересной механикой данного формата является то, что нам выдают дополнительный аксессуар, который позволяет поставить главных командиров данного формата под любого командира, и их навыки будут подстраиваться под навыки первого командира. Так люди делали такие связки, как Хо-Ахиллес, бойцы Ахиллес, и самая сильная связка это Цинь Ахиллес. Возможно, люди делали связки и с Гектором, но в поле я их не замечал. И теперь давайте разберем то, как проходили бои на КВК. В целом боев на КВК было не сказать, что очень много. Пятая зона прошла за 2 дня, где я отвоевал 2,5 расшира и набил 2 миллиона 100 тысяч тяжей. Выводил в поле я 2 марша, это Артур Ахиллес. Ахиллес у меня на тот момент был прокачан 3 пятерки 3 и Хо Жанка. Марши были одеты вот в такое вот снаряжение и с таким вот вооружением. Пятую зону мы смогли выиграть и забрать ее себе, получив награды и бонусы за захват построек. Следующие сражения происходили уже на алтарях тьмы, где я смог сделать один достаточно неплохой отчет своим основным маршем полностью с Т5 войсками. Первый алтарь тьмы мы с разгромом выиграли, но, к сожалению, на этом все и закончилось, так как на последующий наш противник уже не выходил, и 3 алтаря тьмы нам достались без боя. Дальше по хроникам мы сражались уже на 7-х проходах. К этому моменту я уже достаточно хорошо прокачал Кристальную Академию, дойдя до первой скидки на лечение, и смог я докачать ее до максимального значения. В маршах поменялось снаряжение и прокачка командиров. Смог я сделать Ахиллеса экспертным и немного изменить снаряжение на втором марше. Первые минуты боя наш противник усердно держал оборону на протяжении достаточно долгого времени, так что нам пришлось 4 раза запускать ралли. Сначала мы отправили ралли коней, потом луков, потом снова коней и в конце пехотное ралли. И на последнем ралли оборона противника окончательно рухнула, и мы устремились бить врага, разгоняя всех стоящих у прохода без намека на какое-либо сопротивление. Сразу в первые минуты вспыхнули флаги и крепости противника, и дальше у нас шла игра в одни ворота. Противник собирал шар, который мы запросто разносили, так как на нашей стороне было больше актива. Наша уверенность ушла так высоко, что мы даже не обращая внимания на бонусы территории, собирали свой шар на территории противника, ожидая от него ответной реакции, и, как правило, противник давал реакцию, но его сопротивление достаточно быстро разносилось нашим шаром. В общем, активное сопротивление у 7-х проходов закончилось достаточно быстро. Сказать точно, сколько продлилось активное сопротивление, я не могу, так как, отвоевав один расшир, я улетел в безопасную зону, и уже на следующий день все было кончено. Противник окончательно сдался. И на этом можно сказать, что наша КВК закончилась. Да, вот так вот быстро. Я надеялся, конечно, что все-таки наш противник сможет выйти в королевскую зону, но мои надежды таяли на глазах. С каждым часом мы все ближе и ближе подбирались уже ко вторым 8-м проходам в этой зоне. Поэтому данная КВК для нас осталась без королевской земли. И итог таков, что за все КВК я набил 4 миллиона тяжей. Показатель вообще не супер, я это признаю, так как рассчитывал вообще побить рекорд на этом КВК, но, к сожалению,
сожалению, моим ожиданиям не суждено было сбыться. И дело даже не в моем активе, который, замечу, вырос с прошлого КВК. Войне я уделяю больше времени, чем раньше. Только в 5-й зоне я отыграл 10 часов, благо бои шли 2 дня. А все дело в активе наших соперников, которого катастрофически не хватало, и на 7-х проходах оно окончательно было растрачено, из-за чего королевской земли не случилось, и, к сожалению, дополнительного прироста КП тоже. По ресурсам я потратил 3,5 лярда, это мало или много, судите сами. Могу сказать, что в принципе для меня это не стало какой-то проблемой, и ресурсов мне хватало и хватило бы на все КВК. Сумку я никак не скрывал, все было собрано своими силами на фермах. И что касательно моих маршей, то могу показать следующее. Вот вся статистика моих маршей. Мы видим, что марш Артур Ахиллес показал очень хороший результат. Действительно это так. На данный момент данная связка это одна из самых лучших связок командиров кавалерии, если не самая лучшая. И в принципе одна из самых лучших связок на данный момент в игре. Но хочу подметить, что по большей части хорошие отчеты мой марш начал делать только после того, как я перешел на полностью Т5 марш. До этого в 5-й зоне я играл смешанно Т5 и Т4, и вроде бы это давало свои результаты, но в сравнении с тем, что я делал на Т5, это конечно земля и небо. Плюс сыграла экспертиза Ахиллеса, которая помогла лучше раскрыться данному командиру. Про свой второй марш я не могу сказать ничего плохого. Как мы видим, марш сделал чуть больше половины того, что сделал Артур с Ахиллесом. Разница между ними в 766 тысяч тяжей. Это достаточно большая разница, но без него я бы не смог делать 4 миллиона тяжей. Поэтому жалобам нет места и смысла. Марш отыграл на все силы, как смог. И вывод таков, что можно было больше, можно было лучше, это 100%, но на этом КВК катастрофически не хватало актива уже со стороны противника, а не как в прошлом КВК, где все бои вывозили только наши игроки, а наш союзник в лагере был не очень активен, из-за чего все битвы мы проигрывали. По королевству могу сказать, что мне очень понравилось то, как мы отыграли это КВК. Королевство, да и весь наш лагерь показывал отличный актив и слаженность действий. Пока еще нет четкой статистики по набитому КП моим королевством, но как она появится, я выставлю все результаты у себя на канале. И по поводу нашей миграции в наше королевство после КВК. КД сейчас очень живое, а когда оно не было живым, и наш король показал мне Discord сервер, в котором сидит 46 человек, и если вы хотите попасть в наш КД, то обращайтесь к нашему королю или к любому R4 составу, он вас направит в наш Discord, где будет подробная инструкция, что и как нужно делать. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока, а мы с вами увидимся уже в следующем видео, либо же на стриме. Всем пока.